Те, кто смотрит мой канал, конечно, помнят мой старый деревянный гироскутер, собранный из подручных материалов. Так вот, у этой истории было продолжение. Во-первых, у меня сгорели мои пластиковые колеса, и я решил сделать что-то более интересное. Так что смотрите обо всем по порядку. Хочу показать разницу между двух колес. Вот это тот китайский 10-дюймовый вариант. У него пластиковые вот эти части и металлический только обод с магнитиками. Ну, в принципе, по ротору все видно. А это вот обычный классический металлический 6,5, по-моему, дюймов диск. И от него какой ширины и какой ширины от 10-дюймового. При этом, что у 10-дюймового радиус больше, то есть рычаг как бы больше, и поэтому тянет оно гораздо меньше, чем маленькое колесо с такими огромными магнитами по сравнению с вот этим вот порнографическим каким-то. Ну и по диаметру они, может быть, там на полмиллиметра разнятся. Не факт. Надо мерить, так не скажу. Так что вот такие вот все-таки колесики слабоваты под какие-то вещи. Но видно, поэтому оно у меня и сгорело. Будем пробовать на маленьком колесике, посмотрим, что будет. В общем, этот самокатик хорошо катался, неплохо себя показал. С маленькими этими колесиками они оказались гораздо мощнее пластиковых больших 10-дюймовых. Но я нашел хорошие колесики железные с мощными магнитиками. И теперь этот самокатик я разберу на запчасти, заберу от него подшипники и там кое-какие винтики, болтики, и соберу более мощный и серьезный аппарат. Посмотрим, что из этого выйдет. А с этим придется распрощаться. Но очень низкий, цеплялся за дорогу. Подвеска у него оказалась при таком варианте совсем никудышняя. Эпопея моя продолжается. Я решил переделать свой самокат старый деревянный на более жесткое основание. Ну и в тот момент, когда я варил для него раму, пришел ребенок и говорит: папа, что ты делаешь? Я говорю: да вот делают нам очередной самокат. Он говорит: ну что самокат-то? Там же на ногах стоять надо. Делай сразу мотоцикл. Вот. Ну и после нескольких итераций и нескольких изменений у меня получился вот такой вот, скорее скутер, наверное, чем мотоцикл. Значит, в чем особенности и отличия? Я
что я хотел показать. Сзади я сделал пружинищую подвеску. Она, в принципе, неплохо работает. Единственное, что мне кажется, все-таки эта пружинка слабовата. Надо что-то более мощное у китайцев поискать. Я не стал городить какие-то там подшипники или еще что-то в качестве шпильки, чтобы понимать, как это все держится. То есть вот здесь вот гайка, здесь и вон там. Они приварены здесь намертво. А с той стороны, со стороны рамы, еще две гайки приварены намертво. И все это крепится вот этим болтом. Соединение получается подвижное и достаточно небольшие люфты, по крайней мере, я их каким-то образом не чувствую. Для такой поделки этого достаточно. Катаюсь как обычно. 48 вольт здоровенный аккумулятор и два контроллера. Один из контроллеров я в прошлом видео немножко показал. Он оказался очень клевый. Он 30 амперный и раскручивает круто колеса. Второй немного слабее. Сколько у нас здесь? 25 ампер. Но значит, он шел вот с таким вот дисплейчиком. У него есть свой курочек, но он может и работать как ведомый. То есть все заведено на одну ручку по-прежнему. Значит, тот контроллер, второй черный, у которого вот этот дисплей, он немножечко слабее, и он стоит на переднем колесе. Значит, руль. Железный руль от велосипеда приварен к гайке и с двух сторон законтролен двумя другими гайками. Шпилька 16 идет до самого конца. Спереди тоже независимая подвеска. Тоже так же держится. Но у меня пока нету амортизатора, я поставил такой костыль. Руль, чтобы было немножко под наклоном, мне пришлось его тут разогнуть слегка. Момент, который я точно не учел. И не учел еще в этой конструкции. Когда мы падаем, вот эти вот провода у нас сразу срезает. У меня уже такое было. Вот, соответственно, сюда по-хорошему надо наварить какой-то такой подковку, стаканчик, что-то еще, чтобы оно прятало наши провода. Сверлить саму трубку я не очень хочу, все-таки это изменит ее жесткость. Колесики, кстати, у меня теперь вот эти вот большие, хорошие, с мощными магнитами, с широкими мощными магнитами. Старые мои колеса, одно из них сгорело. Тот, на котором стоял мощный контроллер, там, в принципе, все выгорело. Рулевое управление точно так же, как и задом, не стал сильно заморачиваться. Здесь приварена гайка. Вот она, приварена к этому куску профиля намертво. Законтрена еще одной гайкой. Эта гайка спрятана в трубу. Труба вварена. Вот она, насквозь проходит. Получается рулевое управление. Получается, что вся эта история замечательно работает и практически не люфтит. Я не стал заморачиваться с подшипниками, больно геморройно. Сидушка. Наверное, не то, что это остановиться. Просто загнул профиль. Спокойно держит мой вес. И упер его, получается, туда, да? Спокойно держит мой вес. Немножко дает еще больше какой-то амортизации на кончиках. Вот, в общем, вот так. Пока, наверное, на этом все. Ну и рама. Собственно, как это все снизу устроено. Снизу это устроено вот так вот. Это швеллер. Нет, не швеллер. Это профиль. 40 на 40. Стенка 2. Который проходит по всей длине. И на него наварено уже мелким профилем. Здесь наварены они по кругу просто
ширине. Все отлично катается. Самый важный момент — это скорость. Всех всегда интересует. Скорость осталась примерно прежняя, около 30 км в час. Для этого табурета это, в общем-то, достаточно. За счет подвески можно гонять по всяким ямам, кочкам. В целом аппарат для сельской местности зачетный, скажем так. В общем, в сельском хозяйстве вся эта история имеет вот такой вид для перевозки песка ведрами. Ходовые свойства от этого не ухудшаются, но польза вот точно есть. Таскать их в руках или возить — разница ощутима.